Глава 1781. Кровавая душа. Осмотрев всех, женщина, в конце концов, остановилась на Ханьли. Ханьли почувствовал, как его тело охватил прилив духовного чутья, и хотя он был не очень сильным, он поразил его особым чувством, как будто все его тело было обнажено перед ней. Его сердце слегка дрогнуло, и он немедленно активировал свою технику великого развития, не колеблясь, чтобы сдержать этот всплеск духовного чутья. Женщина, казалось, была несколько удивлена этим и отвела взгляд, внезапно перевернув одну из своих рук. Слой рун мгновенно появился поверх кристаллического гроба, и он резко уменьшился до нескольких дюймов, оказавшись в ее руке, а затем исчез во вспышке духовного света. Таким образом, она смогла освободиться от сокровища и смогла встретиться лицом к лицу со всеми внизу. Выйдя, она сказала то, что стало для всех легким сюрпризом. «Все вы, кажется, являетесь членами нашей семьи Сюй, кроме него». Услышав это, Сюй Юань и остальные обменялись взглядами, не зная, как ответить. Брови Ханьли слегка нахмурились, и он спросил: «Вы, госпожа фея ледяной души?» Тело этой женщины явно было сформировано эссенцией крови, но он не смог определить ее базу культивации, и это было для него довольно удивительно. Конечно, это был всего лишь клон, образованный фрагментом души, поэтому он его не боялся, каким бы необычным он ни был. Женщина ответила: «Было бы неправильно сказать, что я фея ледяной души. Вы культиватор интеграции тела». Убедившись, что эта женщина действительно была сформирована кровавой душой феи ледяной души, Ханьли сложил кулак в вежливом приветствии и сказал: «Меня зовут Ханьли, и я действительно культиватор стадии интеграции тела. Меня пригласил сюда господин Даосист Сюй, чтобы помочь пробудить вашу кровавую душу». Услышав это, холодный взгляд в глазах женщины исчез, и она ответила на приветствие Ханьли, сказав: «Понятно. Мои потомки, должно быть, приложили все усилия, чтобы заручиться поддержкой культиватора интеграции тела, такого как вы, господин Даосист Хань». Сюй Цзяо и остальные были очень смущены, услышав это. Они не приглашали сюда Ханьли, он сам их разыскивал. Иначе они даже не смогли бы пробудить кровавую душу своего матриарха. Хе-хе, это дело в некотором роде связано со мной, поэтому я должен был оказать помощь. Кроме того, у нас двоих тоже есть определенная связь, усмехнулся Ханьли. А, это так? Женщина слегка дрогнула, обратившись к культиваторам семьи Сюй внизу за объяснением. Старший Хань говорит правду, матриарх. Ваша кровавая душа была доставлена старшим Ханем, а также он пришел из того же человеческого мира, что и вы, и он также получил некоторые из синего небесного пламени, которые вы там оставили, Сюй Цзя осторожно объяснил, делая шаг вперед. Услышав это, в глазах женщины промелькнул намек на удивление, но она не видела причин сомневаться в этом. «Понятно, тогда я действительно должна выразить вам свою благодарность, господин Даосист Хань. Я обязательно отплачу вам за ваши усилия, как только мое истинное тело освободится из ее нынешнего затруднительного положения. Я не ищу никаких компенсаций, у меня есть только несколько вопросов, которые я всегда хотел вам задать. Однако сейчас явно не время обсуждать такие вопросы, поэтому мы продолжим этот разговор после того, как вы стабилизируйте свое новое тело», — сказал Ханьли с легкой улыбкой на лице. Женщина была удивлена, что Ханьли смог установить ее состояние, но она не сделала никаких попыток отрицать это. «Приношу извинения за неудобство, это тело только что проявилось, поэтому мне действительно потребуется несколько дней, чтобы стабилизировать его, прежде чем я смогу по-настоящему объединить свою кровавую душу и это тело в единое целое. Хе-хе, вы только пробудились, поэтому я уверен, что вам будет о чем поговорить со своими потомками. Теперь я оставлю вас в их компании. Друг Даос Циньюй, пожалуйста, проводи меня обратно в павильон», — Ханьли внезапно обратился к Сюй Циньюй. «Конечно». Сюй Циньюй слегка дрогнула и повернулась к Сюй Цзя, но он был очень обрадован, услышав это, и сразу же почтительно поклонился Ханьли. «Тогда я не буду задерживать вас, старший. После того, как наш матриарх стабилизирует свое новое тело, мы обязательно нанесем вам визит и лично поблагодарим за ваши усилия». Женщина тоже ничего не сказала, а просто сделала небольшой реверанс Ханьли. Таким образом, Ханьли и Сюй Циньюй вышли из огромного зала, и только после его ухода Сюй Цзя и все другие культиваторы семьи Сюй поднялись в воздух, чтобы засвидетельствовать свое почтение женщине. Никаких формальностей. Вы очень хорошо сделали, пробудив мою кровавую душу. Вы нынешний лидер семьи Сюй? Спросила женщина, и ее взгляд остановился на Сюй Цзя. Верно. Я Сюй Цзя, член 173-го поколения семьи Сюй, и я отдаю дань уважения матриарху феи ледяной души, уважительно ответил Сюй Цзя. 173-е поколение. Похоже, прошло много лет. Ваша база культивации не так уж и сильна, но и неплоха. Моя кровавая душа унаследовала некоторые из моих воспоминаний, но это не мое истинное тело.
Кроме того, все из моих воспоминаний довольно неполные, возможно, потому что я была запечатана слишком долго, поэтому я не могу вспомнить многие вещи. «Вам также не нужно называть меня матриархом, просто называйте меня кровавой душой», сказала женщина, махнув рукой с кривой улыбкой. Услышав это, все члены семьи Сюй слегка пошатнулись. «Старшая кровавая душа, вы помните, где наша матриарх и здорова ли она?» Сюй Юань задал вопрос, который был у всех на уме. На лице женщины появилось мрачное выражение, и только через некоторое время она в ответ покачала головой. Сердце Сюй Цзяо и других сразу же дрогнули, увидев это. Однако затем женщина сказала то, что возродило надежду в сердцах всех. «Будьте уверены, я не могу вспомнить местонахождение моего истинного тела в данный момент, но благодаря связи, которую эта кровавая душа делится с ней, я могу сказать, что она все еще жива и присутствует в мире духов. Кроме того, я все еще есть какие-то нечеткие воспоминания, которые могут дать зацепки, относящиеся к ее текущему местонахождению. Мы будем рады любой информации, относящейся к местонахождению нашего матриарха. Если у нас будут хоть какие-то подсказки, мы обязательно ее найдем», торжественно сказал Сюй Цзяо, глубоко вздохнув. «Это будет непростая задача. Я не могу вспомнить подробностей, но я помню, что мое истинное тело заперто где-то на другом континенте. Я дам вам все подробности, как только реорганизую фрагменты памяти, а пока давайте поговорим о текущей ситуации в человеческой расе и об этом культиваторе интеграции тела». Я почувствовала очень знакомое чувство от этого человека. Кажется, он получил кое-что еще, с чем я очень хорошо знакома, помимо просто синего небесного пламени, но я не могу вспомнить, что именно. На лице кровавого духа появился намек на недоумение. Услышав это, Сюй Цзяо и остальные обменялись удивленными взглядами. После короткого колебания Сюй Цзяо уважительно сказал: «В таком случае я начну с самого начала». Вскоре после исчезновения матриарха ледяной души нашу человеческую расу настигло дьявольское бедствие. Многие из 3 бывших владык и 7 демонических монархов погибли во время испытания, которое погрузило человеческие и демонические расы в состояние смятения в течение следующих 10 тысяч лет или около того. Таким образом, Сюй Цзяо рассказал кровавой душе об основных событиях, произошедших за последние несколько десятков тысяч лет, а также перемежал свои рассказы с некоторыми важными событиями, произошедшими в семье Сюй, включая несколько случаев, когда семья была почти уничтожена. После этого пересказа событий он затем передал кровавой душе всю информацию, которую Сюй Циньюй дала ему о Хань Ли. Кровавая душа парила в воздухе над прудом с кровью и оставалась совершенно невыразительной, и лишь случайные короткие вспышки алого света в ее глазах открывали всем, что она не была полностью отстраненной и бескорыстной. Тем временем Хань Ли уже вернулся в свой павильон, а Сюй Циньюй ушла. Он прибыл на верхний этаж, а затем подошел к окну, а затем бросил взгляд на родовой храм семьи Сюй с задумчивым взглядом в глазах. Однако вскоре после этого Хань Ли отошел от окна и направился к центру комнаты. Затем он поднял руку, призвав желтый футон, и сел на него, скрестив ноги. После этого он сделал ручную печать и спокойно закрыл глаза, быстро войдя в медитативное состояние. 3 дня спустя кровавая душа и Сюй Цзяо появились у входа в его павильон. Хань Ли заранее почувствовал их прибытие и неспешно пригласил их в холл на 1-м этаже. «Поздравляю с консолидацией своего кровавого тела, госпожа», сказал Хань Ли с улыбкой, как только кровавая душа заняла место. «Все благодаря вашей огромной магической силе я смогла так быстро объединить это тело и мою кровную душу в одно целое, господин Даосист Хань. В противном случае я не смог бы консолидировать свое тело до такой степени всего за 3 дня», с улыбкой ответила также кровавая душа. К этому моменту ее ярко-красные зрачки уже стали черными, и она ничем не отличалась от нормального человека. «Хе-хе, я ничего такого не сделал. Кстати, ваша секретная техника кровной души действительно необычна, раз позволила вам так легко выковать новое тело. Это действительно исключительная способность, которая может спасти жизнь», усмехнулся Хань Ли. «Эта секретная техника кровавой души — кое-что, с чем я столкнулась случайно, и действительно есть несколько прилагаемых способностей, которые очень полезны. Если вы не возражаете, я могу передать вам эту секретную технику в качестве благодарности за ваши усилия». Кровавая душа перевернула руку, достав белую нефритовую пластинку, а затем протянула его Хань Ли с намеком на улыбку на лице. Услышав это, зрачки Хань Ли слегка сузились, и, немного помедлив, он поднял руку, чтобы поймать пластинку в свои руки. Затем он спокойно вложил туда свое духовное чутье. Кровавая душа не проявила никакой внешней реакции на это, но в ее глазах промелькнул намек на едва заметное удивление. Глава 1782. Возвращение котла. Спустя некоторое время Хань Ли примерно просмотрел содержимое нефритовой пластинки и покачал головой, положив его на стол рядом с собой. «Спасибо, что даровали мне эту секретную технику, госпожа, но она противоречит искусству культивации, которое я использую сейчас, поэтому похоже, что я не смогу ее использовать.
А значит ли это, что вы используете буддийское искусство культивации? Удивилась кровавая душа. В конце концов, вторая зарождающаяся душа Ханьли была явно продуктом чрезвычайно мощного дьявольского искусства культивации, и хотя существуют культиваторы, которые использовали два совершенно противоположных типа искусства культивации, они определенно были чрезвычайно редки в человеческой расе. Это не так. Просто я развил особую секретную технику духовного чутья, и если бы я взрастил кровавую душу, это серьезно помешало бы моей культивации в будущем, спокойно ответил Ханьли. Я видела, что ваша вторая зарождающаяся душа уже достигла поздней стадии пространственного закаливания, поэтому я так и подумала, что вы должны были развить некую секретную технику духовного чутья, которая не уступает технике великой кровавой души. В противном случае культиваторы с недостаточным духовным чутьем не смогли бы культивировать вторые зарождающиеся души с гораздо более низкими базами культивации, чем у самих культиваторов. Возьмем, к примеру, меня. Эта моя кровавая душа обладает магической силой только на ранней стадии пространственного закаливания. В этом случае я заберу технику назад. Кровавая душа не была удивлена словами Ханьли, и она провела рукавом по воздуху, забрав нефритовую пластинку. У этой великой техники кровавой души и моей второй зарождающейся души на самом деле есть свои преимущества. По крайней мере, если бы моя вторая зарождающаяся душа покинула меня так долго, как твоя кровавая душа, она давно бы ушла из-под контроля, с улыбкой сказал Ханьли. Это правда. Техника великой кровавой души включает в себя особую секретную технику очищения крови для культивации кровавой души, что исключает риск негативной реакции. В противном случае даосский мастер Кровавый Кристалл не был бы так широко известен, как изобретатель этой техники, ответила кровавая душа. Хань Ли просто улыбнулся в ответ и промолчал. Между прочим, я помню, что у вас было несколько вопросов ко мне, господин даосист Хань. Я унаследовала немного воспоминаний о моем истинном «я», но я сделаю все возможное, чтобы ответить на ваши вопросы, основываясь на ограниченных воспоминаниях, которыми я обладаю, продолжила кровавая душа. В таком случае я перейду сразу к делу. Уверен, что вы уже слышали о моем происхождении, верно, госпожа кровавая душа? Спросил Ханьли, обращая взгляд на Сюйцзя. Я действительно спрашивала о вашем происхождении, и я узнала, что вы не только пришли из того же человеческого мира, из которого произошло мое истинное «я», но и получили синее небесное пламя, которое она оставила в человеческом мире. А теперь несколько дней назад вы сыграли важную роль в пробуждении меня. Судьба действительно действует невероятным образом, вздохнула кровавая душа со сложным выражением лица. Именно из-за этого у меня есть вопросы о человеческом мире, на которые я хотел бы, чтобы вы ответили, серьезно сказал Ханьли. Все ваши вопросы касаются мира людей. Кровавая душа, казалось, несколько опешил, услышав это. «Какие-то проблемы?» — недоуменно спросил Ханьли. «Верно. Если вы хотите расспросить меня о человеческом мире, то, боюсь, мне нечего вам сказать», — сказала кровавая душа с кривой улыбкой. Брови Ханьли, естественно, слегка нахмурились, услышав это, но он не стал задавать больше вопросов, так как знал, что она обязательно даст ему объяснение. Разумеется, на ее лице появилось серьезное выражение, и она продолжила. «Дело не в том, что я не хочу отвечать на ваши вопросы, просто у меня нет никаких воспоминаний о человеческом мире, и мое понимание человеческого мира довольно нечеткое». «Почему так?» «Может быть, вы потеряли воспоминания о человеческом мире, пока были запечатаны?» Озадаченно спросил Ханьли. «Это не тот случай. Когда мое истинное «я» передало мне свои воспоминания, она просто не копировала эту часть своих воспоминаний, объяснила кровавая душа. И почему она это сделала? Я в этом не уверена, на лице кровавой души появилось смущенное выражение. Губы Ханьли слегка дернулись, но он больше не стал настаивать на этом. Кровавая душа тоже чувствовала себя странно. Однако у нее была другая цель — посетить Ханьли, и после недолгого колебания она сказала: «У меня тоже есть кое-что, о чем я хотела бы спросить вас». Ханьли полностью потерял дар речи. Мало того, что кровавая душа выразила неспособность ответить на его вопросы, теперь она собиралась задавать ему вопросы. Несмотря на свою внутреннюю реакцию, он слабо улыбнулся и сказал: «Вы можете спросить меня о чем угодно». «Хорошо, тогда извините за вторжение. Господин Хань, вам довелось получить какие-либо сокровища, связанные с моим истинным «я», во время пребывания в человеческом мире. Я почувствовала очень знакомую ауру от вас, когда впервые встретила. Я ничего не могла придумать, но у меня такое чувство, что вы можете владеть сокровищем, которое очень важно как для меня, так и для истинной меня», — серьезным тоном сказала кровавая душа. Выражение лица Ханьли немного изменилось, услышав это, и он, немного подумав, наконец ответил: «Может быть, это тот предмет, о котором вы говорите?» Как только его голос затих, Ханьли открыл рот, выпустив шар лазурного света, который превратился в миниатюрный лазурный котел, расположившийся над его ладонью. Это был небесный котел.
Это котел небесной бездны. «Погодите, нет, это не котел небесной бездны», — воскликнула кровавая душа при виде сокровища, но затем она дрогнула, и на ее лице появилось сложное выражение. «А, вы все еще можете идентифицировать это сокровище?» — спросил Ханли, приподняв бровь. «Я мало что помню из человеческого мира, но по какой-то причине я узнала этот котел, как только увидела его. Вдобавок ко всему, судя по ауре, которую оно испускает, оно кажется очень похожим на котел небесной бездны. Этим сокровищем обладает мое истинное «я», поэтому оно должно было быть создано ею. Кроме того, я не знаю почему, но я чувствую, что это сокровище должно быть чрезвычайно важно для меня», пробормотала кровавая душа, оценивая миниатюрный лазурный котел. «Чрезвычайно важно, да?» На лице Хань Ли появилось двусмысленное выражение. После короткой паузы кровавая душа осторожно сказала: «Как я уже сказала, я тоже не знаю, почему я так себя чувствую. Могу только предположить, что это результат сильного побуждения, посаженного в моей кровавой душе моим истинным «я». Я больше не буду тратить здесь время, я должна вернуть этот небесный котел, несмотря ни на что. Если вы согласитесь передать его мне, вы можете указать любые условия». Хань Ли прищурился и погладил подбородок, но прежде чем он успел ответить, кровавая душа внезапно повернулась к Сюйцзя и безжалостным голосом приказала: «Сюйцзя, достань это». Да, старшая кровавая душа. На лице Сюйцзя появился намек на сопротивление, но он все еще стиснул зубы и помахал рукавом над браслетом для хранения на своем запястье. Во вспышке белого света на столе рядом с Хань Ли появились две нефритовые коробки, одна большая и одна маленькая, а также синий кожаный мешочек. Вот дьявольский нефритовый цветок возрастом 30 тысяч лет и клинок 8 змей, духовное сокровище, способное владеть силой 8 змей, а также мешочек высокоранговых духовных камней стоимостью 30 миллионов духовных камней. Я готова обменять все это на ваш небесный котел, и я тоже должна вам оказать услугу, поэтому обязательно буду щедро отблагодарю вас, когда вернусь к человеческой расе», — предложила кровавая душа. Хань Ли усмехнулся и мгновенно ввел свое духовное чутье в 3 коробки на столе, и, конечно же, они содержали именно то, что сказала кровавая душа. Там был цветок, который был чрезвычайно полезен для тех, кто использовал дьявольские искусства культивации, странный синий клинок с 8 змеями, вырезанными на его поверхности, и кожаный мешочек, полный духовных камней. Хань Ли поднял руку и вытащил нефритовую коробку с цветком. «Почему вы взяли только дьявольский нефритовый цветок, брат Хан?» Брови кровавой души слегка нахмурились. «Этот дьявольский нефритовый цветок действительно будет мне весьма полезен, поэтому я приму его взамен, но я не буду брать духовные камни и это духовное сокровище, поскольку мне такие вещи не нужны. Я не считаю себя святым или джентльменом, но я знаю, как важно благодарить там, где это необходимо. Когда я был в человеческом мире, синее небесное пламя, которое я поглотил, и этот котел помогли мне победить нескольких могущественных врагов, так что было бы неправильно с моей стороны вымогать у вас сокровища. Кроме того, этот дьявольский нефритовый цветок — духовное лекарство, которое можно найти только в мире высших демонов, так что он будет не намного менее ценным, чем духовное сокровище», — с улыбкой объяснил Хань Ли. Миниатюрный котел, парящий над его рукой, поднялся в воздух, а затем во вспышке лазурного света очутился перед кровавой душой, неподвижно опустившись перед ней. Действия и слова Хань Ли явно застали ее врасплох, и странное выражение мелькнуло в ее глазах, и она оценила миниатюрный котел перед собой. После недолгого молчания выражение ее лица стало нормальным, и она сказала: «От имени семьи Сюй и меня самого, я благодарю вас за то, что вы оказали нам эту большую услугу. Если вам когда-нибудь понадобится какая-либо помощь в чем-либо в будущем, вы можете прийти к семье Сюй, чтобы найти меня. Я не настолько сильна, но в некоторых вещах я могу оказать большую помощь». После этого кровавая душа взмахнула рукавом, и появилась вспышка малинового света, после чего миниатюрный лазурный котел и 2 других предмета на столе исчезли. Затем она встала и сделала небольшой реверанс Хань Ли, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Я тоже пойду, старший». Сюйцзя был слегка ошеломлен этой ситуацией, и он поспешно поднялся на ноги, чтобы почтительно поклониться Хань Ли и уйти вслед за кровавой душой. Хань Ли долго смотрел на вход в павильон, следя за их отъездом, прежде чем, наконец, тяжело вздохнул. По какой-то причине, даже несмотря на то, что он не получил никаких ответов от кровавой души или каких-либо зацепок, которые уведомили бы его о местонахождении ее истинной сущности, он почувствовал, как будто тяжесть была снята с его плеч теперь, когда он вернул ей небесный котел. Казалось, что все потенциальные внутренние демоны, которые могли возникнуть, чтобы помешать его культивации, исчезли, и обещание, которое он дал молодому человеку по фамилии Вен, также было выполнено. Небесный котел был исключительным духовным сокровищем, но у него явно были другие применения, о которых он все еще не подозревал. В остальном, с точки зрения чистой силы, он фактически уступал некоторым другим духовным сокровищам, которыми он обладал. Таким образом, он чувствовал себя немного расстроенным, отдавая его, но не сожалел.
Видя, как передача котла сгладила его потенциальных внутренних демонов, позволила ему подружиться с семьей Сюй и феей ледяной души, а также принесла ему дьявольский нефритовый цветок, о котором он только когда-либо слышал, это было, безусловно, неплохой сделкой. Однако теперь, когда здесь обо всем позаботились, ему пора было покинуть семью Сюй. До съезда Тысячи сокровищ оставалось всего несколько лет, и ему нужно было поторопиться туда, путешествуя по области Тянь-Юань. Помня об этом, Хань Ли тоже поднялся на ноги и медленно направился к лестнице. Глава 1783. Молодой мастер Хай и Ци Линси. Через день полоска лазурного света вылетела из горного хребта, на котором находилась семья Сюй, и Хань Ли появился высоко в воздухе. Он повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на горный хребет внизу, а затем продолжил свой полет. После нескольких вспышек полоска света исчезла вдалеке. После этого Хань Ли отправился в путешествие по некоторым городам региона Тянь-Юань, путешествие, которое продлилось несколько лет. Некоторые из известных сект и крупных семей близ городов все обнаружили его присутствие, и они либо послали своих собственных высокоранговых культиваторов, чтобы навестить его, либо осторожно присматривали за ним, пока он не ушел. Несмотря на то, что он путешествовал только по очень небольшой части региона Тянь-Юань, это путешествие позволило Хань Ли лучше понять ситуацию в человеческой расе. Действительно, в человеческой расе было намного меньше культиваторов интеграции тела по сравнению с расой Дзяочи или даже расой летающих духов. Помимо 3 владык и культиваторов интеграции тела под их началом, в других сектах или крупных семьях было очень мало культиваторов интеграции тела. Бродячих культиваторов интеграции тела, подобных ему, в человеческой расе практически не было никого. Хань Ли слышал, что таких культиваторов, как он, в расе демонов больше, но между числами по-прежнему не было значительной разницы. Даже если бы 2 расы объединили свои силы, они все равно были бы примерно сопоставимы по силе со средней расой на континенте Тянь-Юань. Вот почему расы людей и демонов обосновались на своей территории в такой уединенной части континента Тянь-Юань, где не было сильных чужеземных рас. В противном случае, даже с суперформацией и защитой города высшего неба, способность 2 рас выжить в мире духов была весьма сомнительной. В конце концов, согласно тому, что он узнал, многие расы, которые были более могущественными, чем расы людей и демонов, были уничтожены за короткое время в истории мира духов. Обладая вновь обретенными способностями культиватора интеграции тела, он, естественно, не столкнулся с какой-либо опасностью во время своего путешествия. Вдобавок ко всему, он случайно убил нескольких злых культиваторов и в результате заработал себе хорошую репутацию в регионе Тянь-Юань. Таким образом, все секты и крупные семьи были осведомлены о том, что в человеческой расе появился невероятно мощный культиватор интеграции тела, имевший облик молодого человека. После этого даже некоторые крупные державы из регионов Сюань и Тянь-Лин отправляли людей, чтобы попытаться завербовать его, но, естественно, все они столкнулись с вежливым отказом. Таким образом, 5 лет пролетели в мгновение ика. В этот день на полпути вверх по пышной горе на границе областей Сюань и Тянь-Юань остановилось 3 людей в разной одежде. Все 3 сидели в каменном павильоне и приятно беседовали. Один из них был одет в белые мантии ученого и имел пару ярких глаз, дополненных острыми четко очерченными бровями. На вид ему было за 30, и он был довольно красивым и грациозным человеком. Человек рядом с ним был одет в желтую даосистскую мантию с изношенным черным деревянным мечом на спине. Это был молодой даосский священник, которому было всего 17 лет. Последним человеком, завершившим трио, стал молодой человек с набором обычных черт лица и слегка загорелой кожей. На нем были длинные лазурные мантии, и он был никем иным, как Хань Ли. У Хань Ли в настоящее время была тень улыбки на лице, и он терпеливо слушал эпическую историю даосского жреца. Это не преувеличение. Секта Туманного моря, которой принадлежал отец-основатель нашего даосского храма мистического тумана, когда он жил в Нижнем мире, была поистине сектой номер 1 в мире. Она доминировала над всем человеческим миром и сокрушала всех демонов, которые осмеливались нападать на нее. Ученик патриарха высшего духа также был известен как культиватор номер 1 в этом мире. Я унаследовал его учение, а также захватил даосский храм Туманное море. Если вы двое пожелаете присоединиться к нашему храму, тогда я действительно буду силой, с которой нужно считаться. Когда все 3 из нас полностью раскроют свой потенциал, мы, возможно, не сможем сделать наш даосский храм сектой номер 1 в человеческой расе, но мы определенно сможем, по крайней мере, доминировать над целым регионом. Ха-ха. Ци Линси, ты сказал это мне и брату Ханю уже по крайней мере 18 раз. Даже если мы посчитаем всех учеников в твоем храме Туманного моря, в нем всего 2 или 3 человека, но у тебя хватит смелости приглашать нас присоединиться к твоему храму. Возможно, ваш патриарх был доминирующей силой в человеческом мире, но в нашем миру духов он был всего лишь обычным культиватором божественной трансформации. Человек в белом хихикнул, и в его руке внезапно появился зеленый бумажный веер. Он плавно и изящно открыл веер и осторожно обмахнулся им, покачивая головой с веселой улыбкой. Тью,
Ты ничего не понимаешь, молодой мастер Хай. Дело не в том, что искусство культивации в нашем даосском храме Туманного моря слишком слабо. Проблема в том, что искусство культивации безграничного Туманного моря, оставленное моим патриархом, предъявляет особые требования к тем, кто желает им обладать. Когда мой патриарх вознесся в мир духов, ему не повезло, и он столкнулся с чрезвычайно редкой пространственной бурей. В конце концов, ему удалось вырваться из пространственной бури, но он получил серьезные травмы и погиб вскоре после основания даосского храма Туманного моря. В противном случае наш храм определенно не ограничивался бы таким безвестным местом, яростно возразил молодой даосский священник. И я думаю, что ваш патриарх очень дальновиден. С нынешним состоянием даосского храма, если бы вы захватили гору Духовную Вену, храм, скорее всего, уже был бы разрушен, не так ли, брат Хань? Молодой мастер Хай осторожно закрыл веер и весело повернулся к Хань Ли. В твоих словах действительно есть доля правды, брат Хай, но в то же время искусство культивации господина даосиста Цилин Цзы довольно глубокое, поэтому, скорее всего, у него будут особые требования к тем, кто хочет его развивать, ответил Хань Ли с улыбкой. Ха-ха, понимаешь. Меня даже брат Хань поддерживает. Это означает, что наш даосский храм Туманного моря отличается от всех других сил. Искусство культивации должно заинтересовать вас обоих, соблазнял молодой даосский священник, слегка прищурившись. Молодой мастер Хай тотчас же презрительно закатил глаза. Я развиваю наиболее ортодоксальную технику закаливания тела, и у меня есть исключительные способности в закаливании тела. Я уже достиг 3-го уровня искусства ваджры. Ты можешь быть так называемым мастером храма, но ты только недавно перешел на стадию заложения основ. Возможно, ты даже не сможешь победить меня в бою. Чему вы собираетесь меня научить? Если я собираюсь присоединиться к секте, то я лучше присоединюсь к правильной секте с хорошей репутацией. Кроме того, вы были немного двусмысленными в своих формулировках, брат Хань. Что вы имеете в виду, говоря, что его слова содержат некоторую правду? Он построил даосский храм Туманного моря в этом уединенном месте, чтобы никто не разграбил его, самодовольно сказал молодой мастер Хай. Губы Хань Ли слегка дернулись, когда он услышал это, и он смог только криво улыбнуться в ответ. Эти двое действительно были парой болтунов. Он познакомился с этими двумя около месяца назад в соседнем городе. В то время за ними охотились несколько культиваторов заложения основ из небольшой местной секты, которую они оскорбили. Это было чрезвычайно распространенным явлением, и Хань Ли не собирался вмешиваться, когда пролетал мимо. Однако, после беглого осмотра обоих из них своим духовным чутьем, он обнаружил, что один из них обладал исключительным духовным корнем, но развил технику закаливания тела смертных и достиг 3-го уровня искусства ваджры в таком молодом возрасте. Что касается другого человека, его духовные корни казались очень посредственными, но искусство культивации, которое он использовал, было совершенно особенным и позволяло ему одновременно сражаться с несколькими культиваторами той же базы культивации, что и он. Таким образом, двое из них были едва способны противостоять 5 нападавшим на этапе создания фонда. Хань Ли был довольно заинтригован этим, и он также скрывал свою ауру от этих культиваторов, а потом внезапно вмешался. С его способностями, даже после ограничения своей магической силы до стадии заложения основ, он все еще мог легко запугать культиваторов заложения основ и заставить их отступить. Эти двое, естественно, были чрезвычайно благодарны Хань Ли за спасение, и после короткой беседы они предложили вместе принести клятву братства. Хань Ли тогда не знал, смеяться ему или плакать, и поспешно придумал предлог, чтобы отклонить предложение. Однако они двое продолжали задавать вопросы, и, узнав, что он едет в регион Сюань, чтобы посетить съезд 1000 сокровищ, они сразу же обрадовались и настояли на том, чтобы сопровождать его. Оказалось, что они тоже собирались посетить съезд, и Хань Ли потерял дар речи, услышав это. Съезд 1000 сокровищ был чрезвычайно грандиозным событием, на котором могли присутствовать даже 3 владыки и 7 монархов, но эти двое также планировали присутствовать. Невежество действительно было блаженством. Несмотря на то, что на съезд 1000 сокровищ присутствовали культиваторы стадии заложения основ или ниже, большинство из них были слугами или учениками. Небольшое количество таких культиваторов, которые присутствовали на съезде в одиночку, обычно проживали недалеко от места проведения собрания и занимались только для того, чтобы расширить свой кругозор. Однако у этого молодого мастера Хай и этого даосского священника было несколько банок духовного чая и несколько неопознанных кусков руды, соответственно, и они планировали присутствовать на съезде с этими товарами. Хань Ли действительно потерял дар речи. Тем не менее, нужно было сказать, что духовный чай был довольно хорошего качества, и его едва ли можно было назвать высокоранговым чаем. Что касается этих кусков руды, они явно не представляли никакой ценности, но даже Хань Ли не смог их идентифицировать. Хань Ли был искренне заинтригован этим комедийным дуэтом, и в любом случае до начала съезд 1000 сокровищ было еще немного времени, так что он не спешил. Таким образом, он согласился поехать с ними двумя.
Таким образом, он вызвал высокоранговое летающее сокровище, и все трое отправились в регион Сюань-У на его карете. Хань Ли больше всего поразило то, что, прежде чем у него появилась возможность узнать о происхождении этих двоих, они рассказали все, что он хотел знать, и даже больше через свои постоянные ссоры. Оказалось, что этот молодой мастер Хай происходил из очень известной семьи культиваторов Ела в городе Смертных. Несмотря на то, что он обладал исключительными духовными корнями, посредственный мастер при рождении счёл, что у него вообще нет духовных камней. Таким образом, его всегда взращивали как культиватора тела. Однако, продемонстрировав свои удивительные способности к культивации тела, он каким-то образом случайно обнаружил, что обладает духовным корнем, и это откровение было для него как удар молнии в голову. Таким образом, этот молодой мастер Хай сразу же почувствовал, что он отличается от всех остальных, и отвернулся от пути культивации тела, чтобы стать настоящим культиватором. Однако он жил в смертном городе, где не было настоящих сект культивации, и он был немного высокомерен, поэтому средняя небольшая секта культивации не могла привлечь его внимание. Следовательно, после некоторого тщательного рассмотрения, он тайно убежал из дома в поисках основной секты культивации в другом месте. По пути он встретил даосского жреца даосского храма Туманного моря, который планировал посетить съезд Тысячи сокровищ, и комичная пара сразу же нашла общий язык. Таким образом, они быстро стали названными братьями и решили вместе отправиться на съезд Тысячи сокровищ. По словам Ци Линси, съезд Тысячи сокровищ была грандиозным событием, когда культиваторы божественной трансформации были так же обычны, как травинки, а культиваторы зарождающейся души стоили меньше, чем экскременты. Таким образом, он мог легко убедить любого культиватора взять его в ученики, и это все равно было бы гораздо лучшим вариантом, чем присоединиться к какой-нибудь секте культивации. Глава 1784. Горы девяти бессмертных. Таким образом, эти двое отправились в это совершенно слепое путешествие, и, если бы они не встретили Хань Ли, у них двоих были бы серьезные проблемы. В их глазах этот брат Хань был довольно загадочным. Мало того, что его база культивации находилась всего в шаге от стадии формирования ядра, он также обладал несколькими поистине глубокими сокровищами. Более того, всего несколько случайных лакомых кусочков руководства по культивации, которые он дал им двоим, принесли огромную пользу. Когда молодой мастер Хай впервые получил наставление от Хань Ли в искусстве закаливания тела, он был по-настоящему удивлен. В конце концов, культиваторы, которые очень хорошо разбирались в искусстве закаливания тела, были большой редкостью. Таким образом, Хань Ли со временем становился все более и более непостижимым в их умах. К счастью, они оба были довольно простыми людьми, и хотя они знали, что Хань Ли не был обычным культиватором, это все еще не вбивало клин между ними. Если бы не тот факт, что база культивации Хань Ли не была такой уж мощной в их глазах, они, скорее всего, попросили бы его принять их в качестве своих учеников. В конце концов, даже несмотря на то, что Цилин Цзы постоянно заявлял, что собирается поднять даосский храм Туманного моря на более высокие высоты, он непреднамеренно сообщил, что планировал найти себе другого мастера во время съезда Тысячи сокровищ, поэтому он определенно не цеплялся за его нынешний титул мастера храма. Однако он, казалось, был полон решимости в полной мере использовать оставшееся время в качестве мастера храма, прежде чем он принял нового мастера, о чем свидетельствует неоднократное приглашение Хань Ли и молодого мастера Хая в свой храм. Это, естественно, вызвало большое презрение со стороны молодого мастера Хая, и Хань Ли тоже потерял дар речи. Таким образом, троица путешествовала около месяца, прежде чем достигла горы, близкой к региону Сюань-У. Они решили немного отдохнуть там, а затем продолжить свое путешествие, и Ци Линси снова начал эпический рассказ о своем даосском храме Туманного моря, а затем еще раз пригласил двух своих товарищей присоединиться к секте, но молодой мастер Хай отказал ему снова без раздумий. Хань Ли, казалось, забавлялся, оценивая их взаимодействие, но на самом деле он украдкой изучал молодого мастера Хая с намеком на синий свет, вспыхивающий в его глазах. Внезапно на лице молодого мастера Хая появился намек на покраснение, но он мгновенно исчез. Вот оно снова. Хань Ли немедленно выпустил струйку своего духовного чутья, чтобы просканировать тело молодого мастера Хая. Ха-ха, я не хочу хвастаться, но с моим духовным корнем элемента молнии для меня будет простой задачей, чтобы любой культиватор божественной трансформации или пространственного закаливания принял меня в качестве своего ученика. Когда я полностью достигну своего потенциала, я обязательно, молодой мастер Хай был явно в очень приподнятом настроении, и после хвастовства тем, насколько могущественным он собирается стать в будущем, он начал излагать видение своей прекрасной будущей жизни как культиватора божественной трансформации. Без его ведома духовный корень атрибута молнии, которым он так гордился, уже исчез. Если бы какой-либо культиватор в этот момент проверил его духовный корень, все они пришли бы к выводу, что он всего лишь обычный воин закаливания тела, не имеющий никакого духовного корня. Веки Хань Ли дернулись от удивления, увидев это. Духовный корень молодого мастера Хая элемента молнии снова исчез, как и в прошлый раз.
Если предыдущая тенденция верна, то его духовный корень снова появится после прохождения дня и ночи. То же самое произошло на глазах у Хань Ли 10 дней назад, и это действительно озадачило его. Он никогда не слышал о каком-либо духовном корне в этом мире, который периодически исчезал бы на короткие периоды времени. Разве это не означало бы, что даже если бы этот молодой мастер Хай станет могущественным культиватором в будущем, он был бы полностью не способен использовать какую-либо свою магическую силу в тех случаях, когда его духовный корень перестал существовать? Хань Ли был искренне озадачен этим явлением. Цилинси заметил озадаченный взгляд Хань Ли и усмехнулся. «Что смешного, брат Хань? Кажется, ты в чем-то запутался. Как насчет выпить духовного чая из моего даосского храма Туманного моря? В обмен на это я прошу еще немного тех духовных фруктов, которые ты принес в прошлый раз. Эти духовные фрукты были действительно восхитительны. На этот раз мы с Цилинцзы заодно. Духовные плоды, которые ты принес в прошлый раз, действительно были исключительными, брат Хань». Молодой мастер Хай также прервал свою великую историю, ожидая, обращаясь к Хань Ли. Губы Хань Ли дрогнули при виде этого, и он, откашлившись, сказал: «Я знаю, что вы двое очень хотите съесть еще немного этих духовных фруктов, и они действительно очень вкусные, но они также содержат много чистой духовной силы, которая может повредить вашим меридианам, если вы съедите их слишком много за короткий промежуток времени. Как насчет этого? Я достану еще 6, и у каждого будет по 2». После этого он взмахнул рукавом, и на каменном столе появилась безупречная нефритовая пластинка, на которой стояли 6 зеленых фруктов размером с яйцо, которые были очень гладкими и соблазнительными. Цилинцзы пришла в восторг от вида духовных растений на тарелке. Ха-ха, 2, безусловно, намного лучше, чем ничего. Я не знаю, совпадение это или нет, но после того, как я съел 3 таких плода в прошлый раз, моя застойная база культивации увеличилась в течение последних нескольких дней. Ты можешь сказать мне, где я могу купить эти фрукты, брат Хань? Если они действительно могут настолько улучшить мою культивацию, тогда мне не придется принимать таблетки или медитировать. Я могу просто съесть пару эти фрукты каждые несколько дней, и моя база культивации будет продолжать улучшаться. Однако, прежде чем он успел закончить говорить, вспыхнула черная тень, и 2 фрукта на тарелке пропали. Цилинси слегка дрогнул, прежде чем, подняв глаза, и обнаружил, что молодой мастер Хай схватил по фрукту в каждую руку и с удовольствием их жевал. Такое лакомство потрачено на кого-то вроде тебя. Цилинцзи печально покачал головой. Молодой мастер Хай просто закатил глаза в ответ и проигнорировал задумчивое выражение лица Цилинцзи, искренне восхваляя плоды. Хань Ли одновременно потерял дар речи и улыбнулся. Он задавался вопросом, смогут ли они вдвоем съесть эти фрукты с таким ликованием, если узнают, что каждый из них стоит более 1000 духовных камней. Помимо странных происшествий, происходящих в теле молодого мастера Хая, эта Цилинцзы также была довольно необычной. Хань Ли перевел на него взгляд, слегка прищурившись. Этот даосский священник действительно обладал признаком тройных духовных корней, но благодаря его тщательной оценке за последние несколько дней Хань Ли обнаружил, что в его дантяне была таинственная бусинка размером с горошину, окутанная слоем духовного света. Хань Ли смог обнаружить эту бусину только потому, что обладал огромным духовным чутьем даже для культиватора его уровня. В противном случае даже культиватор с базой культивации на 7 или 8 ступеней выше, чем у Цилинцзы, не смог бы ее обнаружить. Хань Ли был довольно заинтригован, и он медленно направил свое духовное чутье к бусине, чтобы попытаться определить, что это было, но ему помешала мощная печать. Однако в результате он смог выяснить природу предмета. Это было инкрустированное сокровище. Чтобы предотвратить потерю своего наследства, некоторые культиваторы запечатывали все свои знания в определенных унаследованных сокровищах, используя особые секретные техники, а затем имплантировали эти сокровища в тело своих преемников. У всех этих сокровищ были особые условия, которые должны были быть выполнены, прежде чем к ним можно будет получить доступ, и до того, а до этого времени они оставались, как эти условия будут выполнены, они будут оставаться скрытыми в теле наследника. Вообще говоря, те, кто достиг определенной базы культивации, автоматически смогут получить все секретные техники и искусства культивации, содержащиеся в унаследованном сокровище. Конечно, если наследник не смог выполнить эти условия до своей кончины, он мог использовать особую секретную технику, чтобы извлечь сокровище и передать его кому-то другому. Если бы кто-то насильственно извлек унаследованное сокровище из тела наследника, сокровище, как правило, взрывалось бы и уничтожило само себя, унося с собой жизнь наследника. Этот тип унаследованного метода создания сокровищ был очень редким, а также чрезвычайно сложным, поэтому это был очень необычный тип секретной техники наследования. Таким образом, Хань Ли был весьма удивлен, увидев что-то подобное в теле Цилинцзы. Казалось, что этот так называемый патриарх даосского храма Туманного моря действительно был чем-то большим, чем просто рядовой вознесенный культиватор.
Однако при всех могущественных способностях, которыми обладал Ханли, он, естественно, не собирался интересоваться чьими-либо искусствами культивации. Таким образом, после короткого мгновения удивления он снова сосредоточил свое внимание на молодом мастере Хай. Какой духовный корень мог периодически так исчезать? Ханли был искренне заинтригован. Закончив с фруктами, Ци Линси сварил для всех несколько чашек ароматного духовного чая, и как только чай был готов, они больше не задерживались. Ханли снова выпустил свой летающий экипаж, и все трое полетели в сторону области Сюань-У как шар белого света. Регион Сюань-У сильно отличался от региона Тянь-Юань тем, что в первом было меньше культиваторов, но среди смертных было гораздо больше воинов закаливания тела, чем в двух других регионах. Люди здесь были также довольно стойкими и отважными, и даже старики, дети и женщины владели оружием, чтобы сражаться со зверями в дикой природе. Однако в регионе Сюань-У почти не было больших городов смертных, и смертные в основном собирались в небольших городках или поселениях. Из-за того, что это был самый близкий из трех регионов к территориям демонов, масштаб звериных нашествий и вероятность появления низкоранговых демонических зверей здесь были намного больше, чем в двух других регионах. Время от времени появлялся демонический зверь стадии метаморфозы, который пробирался в регион Сюань-У, уничтожая все на своем пути. Таким образом, регион Сюань-У был самым хаотичным из трех регионов, и этот хаос усугублялся еще больше по мере приближения границы между регионом Сюань-У и территориями демонов. Однако горы Девяти Бессмертных, а огромная гора Духов, которая находилась между землей демонов-лисиц и регионом Сюань-У, была исключением из этого правила. Эта гора была разделена на 9 вершин, и на этой горе были не только чрезвычайно редкие высокоранговые духовные вены, но и особые духовные лекарства, растущие на этой горе, которые были чрезвычайно полезны как для расы людей, так и для расы демонов. Вдобавок ко всему, у горы Девяти Бессмертных была крутая местность, расположенная в особенном месте, поэтому ее охраняли элитные воины как расы людей, так и расы демонов. Таким образом, даже самые смелые и дерзкие представители двух рас не осмелились бы здесь заниматься какой-либо недобросовестной деятельностью. За последние несколько лет безопасность на горе Девяти Бессмертных была усилена еще больше. И люди, и демоны послали большое количество войск, чтобы изгнать некоторые из более мелких держав с плохой репутацией в близлежащей области, и за короткий промежуток времени, всего за 5-6 лет, он стал своего рода раем в Сюань-У. Съезд тысячи сокровищ, который проводился расами людей и демонов раз в 1000 лет, должен был вот-вот начаться на этой горе. Глава 1785. Маленькая девочка, имя которой может быть или не быть Байгоэр. До начала съезда оставалось еще несколько месяцев, но бесчисленное количество культиваторов уже прибыли на гору Девяти Бессмертных из 3 регионов и 7 территорий. Они по-прежнему не могли попасть в гору, но поблизости уже была организована дюжина импровизированных рынков разного размера. Бесчисленные культиваторы среднего и высшего ранга посещали эти рынки, и там появлялись некоторые редкие материалы и духовные растения, что делало их очень популярными среди всех культиваторов, собравшихся в этом районе. По сравнению с количеством культиваторов на этих рынках, культиваторы-демоны встречались намного реже, но почти все демоны, осмелившиеся здесь появиться, были высокоранговыми демоническими животными, которые могли, по крайней мере, преобразовать большую часть своего тела в человеческие формы. Таким образом, здесь был относительно ровный баланс сил между человеческими культиваторами и демонами, поэтому ни одна из сторон не могла доминировать над другой. Конечно, это была только общая ситуация. В конце концов, эти временные рынки на самом деле не были частью съезда Тысячи Сокровищах, поэтому не было строгого или официального обеспечения порядка. Часть стражников с горы Девяти Бессмертных послали для патрулирования этих рынков, но они могли поддерживать порядок только на поверхности. Таким образом, естественно, были случаи, когда происходили недобросовестные сделки. В этот день такая операция происходила на унылой и пустынной горе, которая находилась довольно далеко от горы Девяти Бессмертных. Худой культиватор средних лет и маленькая девочка, которой было всего 12 лет, были окружены 3 мужчинами в черном, каждый из которых испускали мощное намерение убить. Мужчина средних лет находился только на средней стадии заложения основ, в то время как маленькая девочка была только на стадии уплотнения ци. Однако все 3 окружавших их мужчин в черном находились на поздней стадии заложения основ и явно вынашивали зловещие намерения. У того, кто казался старшим среди 3 мужчин в черном, было зловещее выражение лица, и он сказал: «Бай Хуаджи, передай тысячелетний кровавый женьшень. Если ты отдашь его, не оказывая никакого сопротивления, мы втроем позволим тебе и твоей дочери уйти, а также даже дадим тебе несколько духовных камней. В противном случае пеняй на себя». Лицо мужчины средних лет было довольно бледным, но ему удавалось оставаться относительно спокойным. Он перевернул руку, чтобы достать нефритовую коробку, а затем положил другую руку на коробку с выражением ярости на лице и сказал: «Ши-кун, я могу только оплакивать свое несчастье из-за того, что доверился кому-то вроде тебя, но если ты хочешь кровавого женьшень, ты должен сначала позволить моей дочери покинуть это место».
В противном случае я лучше уничтожу его, чем передам тебе». Услышав это, все трое мужчин в черном слегка дрогнули. «Нет. Ни один из вас не сможет уйти, пока не отдадите кровавый женьшень», без колебаний сказал один из мужчин в черном. «Хм, как я могу быть уверен, что вы трое не убьете меня и мою дочь в любом случае? Не говорите мне, что вы дадите клятву или что-то в этом роде. Ваши клятвы не имеют никакого значения для меня», холодно и решительно сказал мужчина средних лет. «Тогда ни ты, ни твоя дочь отсюда не уйдете. Хорошо, мы ее отпустим». Человек в черном, который отклонил предложение, собирался выступить с новой угрозой, как вдруг Шикун перебил его, согласившись с требованиями мужчины средних лет. «Брат Ши, ты. Вы не собираетесь выполнять мои указания?» Шикун повернулся к двум своим товарищам с холодным взглядом в глазах. Двое других мужчин в черном обменялись настороженными взглядами, а затем покорно подчинились. «Нет, мы бы не осмелились сделать это. В таком случае мы сделаем, как говорит брат Ши, и отпустим девушку». Мужчина среднего возраста был в восторге от этого. «Ты слышал нас. Мы позволим маленькой девочке уйти, но если ты заберешь свои слова назад или будешь хитрить, я уверен, ты знаешь, какие последствия тебя ждут». Угрожал Шикун. Выражение лица мужчины средних лет немного смягчилось, и он сказал: «Будьте уверены, я просто беспокоюсь о безопасности моей дочери. Пока она в безопасности, этот кровавый женьшень — ничто по сравнению с этим». «Нет, отец, я не оставлю тебя». Маленькая девочка была очень красивой и очаровательной, выглядела так, будто она вышла прямо из произведения искусства, но в настоящее время она цеплялась за мантию мужчины средних лет и энергично качала головой. Выражение лица мужчины средних лет немного изменилось, и он быстро послал ей передачу голоса: «Тебе нужно убираться отсюда, глупая девочка. Найди свою бабушку, чтобы она пришла спасти меня». Маленькая девочка слегка запнулась, услышав это, а затем решительно кивнула в ответ. «Хорошо, поторопись и уходи. В противном случае я могу передумать», — сказал Шикун угрожающим голосом. Несмотря на возраст, девочка знала, что ей делать в этой ситуации. Бросив последний неохотный взгляд на мужчину средних лет, она взмахнула рукой, и в ее руках появился белый талисман. Она наложила талисман на свое тело, и ее тут же окутал слой белого света, и она улетела прочь. Мужчина средних лет держал нефритовую шкатулку в руке белыми костяшками пальцев и, не мигая, оценивал свою маленькую дочь. Трое мужчин в черном остались стоять на месте, и он вздохнул с облегчением, когда маленькая девочка улетела прочь. Однако именно в этот момент развернулся неожиданный поворот событий. После того, как маленькая девочка отлетела от Шикуна на расстоянии 30 футов, в его глазах внезапно вспыхнул ужасный свет, и он резко взмахнул рукой. Затем его рука выбросила назад черную тень, распространяющуюся с ужасающей скоростью. «Ага». Маленькая девочка вскрикнула от удивления и не смогла оказать никакого сопротивления, так как была поймана Шикуном. Затем ее в мгновение Эйка оттянула назад, и блестящая черная рука сомкнулась на ее изящной шее. Мужчина средних лет, естественно, был одновременно шокирован и взбешен этим внезапным развитием событий. Из его рук вырвался духовный свет, и он закричал: «Что ты делаешь, Шикун? Отпусти ее, или я уничтожу этот кровавый женьшень прямо сейчас. Уничтожишь кровавый женьшень, и я сделаю то же самое с шеей твоей дочери. Заткнись и брось коробку прямо сейчас. Я считаю до 3, и если к тому времени у меня не будет кровавого женьшеня в руке, я сделаю так, чтобы этот день стал годовщиной смерти твоей дочери. 1, 2. Шикун полностью проигнорировал угрозы мужчины средних лет и вместо этого сжал пальцы вокруг шеи маленькой девочки, отчего ее лицо стало слегка багровым от ужаса и удушья. При этом он начал холодно считать до 3, не давая мужчине средних лет времени подумать. Двое других мужчин в черном были в восторге от этого. Только тогда они поняли, что Шикун не собирался отпускать девочку с самого начала, а просто разыграл шутку, чтобы взять ее в заложники. При виде этого его выбросило из колеи, и спокойствие, которое сохранил мужчина средних лет, и его тело задрожало от ярости, а его мозг полностью перестал функционировать. В тот момент, когда Шикун собирался досчитать до 3, он в панике бросил нефритовый ящик вперед. Один из мужчин в черном хихикнул, шагнул вперед и схватил нефритовую шкатулку. «Проверь, действительно ли кровавый женьшень находится в коробке». Немедленно приказал Шикун. «Да, брат Ши». Человек в черном снял крышку, и изнутри вырвалась вспышка малинового света, внутри которой можно было разглядеть малиновый женьшень длиной около фута. «Это действительно кровавый женьшень, брат Ши», — восторженно сказал человек в черном. Шикун и другой мужчина в черном тоже были в восторге от этого. Лицо мужчины средних лет побледнело еще больше, и он, стиснув зубы, сказал холодным голосом:
Хорошо, теперь у тебя есть кровавый женьшень, верни мне мою дочь. Хм, ты говоришь мне позволить тебе уйти, чтобы ты мог попросить эту фею Юэхуа выследить нас? Ши Кун холодно хмыкнул, и на его лице снова появилось зловещее выражение. Ты знаешь мою свекровь, но все же осмеливаетесь сделать это. Услышав это, сердце мужчины средних лет сразу же дрогнуло. Ха-ха, думаешь, мы бы нацелились на вас, не раскопав сначала некоторую базовую информацию. Мы не хотим, чтобы культиватор формирования ядра стал нашим врагом, но это то, что мы получим за владение этим кровавым женьшенем. Мы втроем также скоро сможем достичь стадии формирования ядра, так что нам не нужно бояться феи Юэхуа. Кроме того, после того, как мы убьем тебя и твою дочь, кто узнает, что мы стоим за этим? Хватит болтовни, убейте его. Ши Кун захохотал, как сумасшедший, из его руки вырвался черный свет, сомкнув пальцы вокруг шеи маленькой девочки. Мужчина средних лет издал гортанный рев отчаяния, взмахнув рукавом, призвав небольшой желтый меч, который он собирался бросить в Ши Куна. Однако было совершенно ясно, что он не сможет вовремя спасти свою дочь. Ши Кун сжал пальцы вместе со зловещим выражением лица, чтобы сломать шею маленькой девочки, но в этой ужасной ситуации внезапно развернулась удивительная сцена. Рядом внезапно разразилась вспышка пространственных колебаний, после чего гладкая и теплая шея маленькой девочки сменилась чем-то твердым и ледяным. В то же время приступ мучительной боли пронзил его кончики пальцев, и он издал мучительный вой, поспешно взглянув вниз. В результате он обнаружил, что маленькую девочку, которую он похитил, заменила черная металлическая марионетка. Марионетка была чрезвычайно грубой, и все ее тело было покрыто тонкими синими шипами длиной в дюйм. Его рука была полностью изрезана этими острыми шипами, и из ран свободно текла кровь. Он яростно швырнул металлическую марионетку вдаль и заорал: «Кто там? Покажи себя!» В то же время он резко перевернул руку, чтобы вызвать стопку черных флагов формации. Между тем мужчина средних лет был совершенно ошеломлен. Только тогда двое других мужчин в черном осознали, что только что произошло, и один из них призвал пару коротких серебряных алебард, а другой достал черный щит с шипами. Затем они оба немедленно выпустили свое духовное чутье в окружающую среду. Не знаю, как вы, молодой мастер Хай, но я не могу больше просто сидеть здесь и смотреть. Похоже, битва неизбежна. Вдруг из-за ближайшего дерева раздался холодный голос. Трио Ши Куна сразу же настороженно повернулось в этом направлении. «Хм, ты думаешь, я просто собираюсь отсидеться?» Это люди, которых я ненавижу больше всего. Ограбление уже достаточно плохо, но они не колеблются даже при убийстве маленькой девочки. Мне очень понравится выбивать из них дерьмо. Но опять же, я не уверен, что мы вдвоем сможем победить этих трех ублюдков. В ответ из-за того же дерева раздался еще один сердитый мужской голос. «Ха-ха, не бойся. На нашей стороне брат Хань, не так ли? Даже если мы не сможем победить их в бою 3 на 3, мы не рискуем», сказал владелец первого голос и усмехнулся в ответ.